Сергей Мостовой. Суть ангела. Земля. Город Н. Реальное время. Ночной звонок в тишине спящего дома задребезжал громко и требовательно. Я давно его ждал. Знал, что будет эта ночь и что мне придется сделать это. Предписания инструкций на этот счет однозначны, а инструкции не нарушают никогда. Временный схрон подлежит полному или частичному уничтожению в случае. Я спешно затягивал крепежный ремень и механически повторял свод уложений, именуемых инструкции. Случаи обнаружения иными сущностями незамедлительно. И все. Это значит, что живущая кругом плоть в расчет не принимается. Уничтожается незамедлительно. Я вздохнул, покосился на вздувающуюся, трясущуюся, выдирающуюся из петель дверь и бросился в окно. Диагноз тут ясен. На излете изогнулся, сорвал с ремня белый шар, гнев Валаама, и метнул в оставленный схрон. Здесь все кончено. Чуть расставив крылья, я держался в слабеньком восходящем потоке и смотрел на суету внизу. К дому своим стекались большие красные машины, хотя огня уже не было. Гнев Валаама быстротечен и характеризуется небольшим локальным действием. Я искренне надеялся, что для нейтрализации угрозы принятых мною мер оказалось достаточно. Примени я слезы детства, половина дома лежала бы в руинах. И так живая плоть погибла, а уж от слез. Я предался мягкой грусти и думал некоторое время о павших. Так мне велел мой долг. Потом подумал, что по телевизору опять будут говорить про взрыв бытового газа или терроризм. Вникать в истинную суть вещей не в природе плоти. Они любят комфорт. С остатками грусти я посмотрел на оставленный дом, взмахнул крыльями и оказался на базе. База Мохон. 5-е небо. Читал ли я инструкции? Он спрашивал. Читал ли я эти инструкции? Да я живу ими, дышу этими сволочными ангельскими инструкциями. Он бы еще про кодекс спросил, проклятье. Опять влетел. Слезами надо было там бить. Все жалею их. Чего жалеть? Плоть она почти пуста. Слабенькие зачатки разума еле видны из-под инстинктов. Еще раз такой прокол и в хранители. Наша моим. Это уже даже не сон, а каста. Отверженных неудачников, которым дальше некуда. Ниже лишь плоть. Я отстегнул крылья и убрал их в шкафчик. Потом снял рабочий пояс и бросил туда же. Как же меня все достало! Захлопнув дверцу ногой, босиком пошел в душ. Нужна была разрядка. Что мне нравилось в душе, это то, что никогда не знаешь, что ждет тебя за дверью. Душ сам настраивается на твою волну и подбирает что-то особенное, но всегда личное и правильное. Сегодня я упал прямо в кресло на берегу моря и, укутавшись в оказавшийся под рукой плед, долго наблюдал за огромным, медленно засыпающим солнцем. Говорят, душ — это изобретение какого-то из высших. Не знаю точно. Думаю, что Рафаила. В его духе. Но придумано действительно здорово. Не было бы душа, лично мне было бы очень плохо. Да, наверное, и не только мне. Вообще, душ — это только часть названия, которое мы используем для удобства. А так устройство называется РДД. Разгрузка для душ. Аббревиатурка невнятная и некрасивая. А мы серости не любим, поэтому душ. Мы. Для ясности стоит остановиться подробнее на этом «мы». Во-первых, и очень в общем, мы — это ангелы. Как выглядит ангел, представляет, конечно, каждый. Это и голый пупс с пухлыми щечками, и девочка в кружевных рейтузиках под розовым платьицем, в веночке из незабудок, и одохотворенная дева в бесформенном балахоне с задумчивым взором, и высокий мужчина в белых одеждах с горящими очами. Все они, разумеется, крылаты. Ангелы и крылья — понятия неразделимые. И правильно. Если на наш внешний вид нет особого единодушия, то на крылья, как правило, взгляды сходятся. Крылья у нас большие, с изящным изгибом и крупным пером.
Белые с желтовато-серым оттенком. Используются как для небольших стандартных перелетов на местности, так и для мгновенных перемещений в основных 4 потоках. Этого для нас вполне хватает. Остальное для высших. А внешний вид... Даже не знаю, как всех подровнять под одну гребенку. Ну, руки, ноги, как правило, длинные волосы, мы это любим. Кожа бледно-матовая. Рост у всех примерно одинаков. Остальное уж личностные особенности. Во-вторых, мы — это 12-й сонм 5-го особого дважды священного ангельского легиона, расположение 5-е небо, база Мохон, командующий архангел Самаил. Как боевые ангелы находимся под непосредственной юрисдикцией самого архистратига, великого архангела Михаила. В-третьих, конкретно мы — это сонм ангелов начала. Одного из нижайших, но отнюдь не слабейших хоров нашей табели о рангах. И самый что ни на есть потолок, куда мы можем взлететь, совершив нечто героическое, это в ангелы силы. Суть то же самое, но на ступень выше. Ниже, как я уже говорил, лишь хранители Гавриила. Но они на 1-м небе, Шамаиме. Это почти совсем земля, там даже некоторые души отираются. Тьфу, пакость. База Мохон. Из душа я выходил заметно повеселевший и посвежевший. Переживания последних недель изрядно доконали меня. Увертки, слежки, поддавки и догонялки. Я так не люблю этого. Не мое это. Для таких игр есть другие службы. Вон, например... Я осекся и стал думать о другом. Поздно. Мысль уже успела оформиться, и в раздевалку вошел он. Назраил. Ангел власти. Власти — особый отдел, контролирующий все и вся, в том числе и чистоту помыслов. На базе от них вообще нет спасения. В смысле, от контролеров, а не от помыслов. «Здравствуйте». Несколько безэмоционально поздоровался со мной Назраил. Я не отвечал и, вытащив из шкафчика пояс, принялся внимательно его осматривать на наличие повреждений. Эти действия предписывала инструкция. Власти подошел ко мне вплотную и через плечо принялся наблюдать за моими манипуляциями. «Вы не прошли разгрузку?» — спросил он. Я несколько раз дернул пояс и молча всмотрелся в его сочленение. «Не ощущаете подавленности, дискомфорта?» Я повторил проверку на механическую устойчивость. Я остался недоволен. «Видите ли смысл в своей работе? Могу дать рекомендации великому архангелу Гавриилу на Шамаим. Работа в астрономах нужная и спокойная. Отличный выход для тех, кто не выдерживает постоянного напряжения в началах. Рекомендую подумать. Техническое состояние боевого пояса не считаю удовлетворительным. Причина — ослабление 5-го звена 4-го ряда. Развернувшись на пятках, проорал я. Считаю целесообразным произвести замену. Согласно инструкции. Назраил чуть поморщился и постучал себя пальцем в висок. Вам, Мариил, лучше думать, чем кричать. И думать, что думать. Я кивнул и спросил. Так что с поясом? Он лишь махнул рукой. Отправьте рапорт на имя Шабата или Зебулона, и вам произведут замену. Это 6-е небо. Я к технической части не имею отношения. Назраил ушел, а я в очередной раз влип. В сердцах швырнул пояс в шкаф, одел белую домашнюю тогу и, запечатав ладонью замок, пошел в казарму. База Мохон — казармы. Я оборачиваюсь и вижу, как 2 демона отрезают меня от окна. Еще один справа, что входы и не разобрать. Дым там черный, да редко огонь. «Предчувствие беды?» — высказался кто-то. «Нет, это они полоснули, я не понял чем. Огонь был сильный, да я не потерялся, сеткой отражающей прикрыл. Удар на них же обрушился». Многие засмеялись, а я вздохнул. Дальше чего было? Дальше туго. Из двери еще полезли, прямо из дыма. И эти, что сбоку и сзади, кольцо сжимают.
Смотрю, начали бить глушилками, значит, живым брать хотят. Я выхватываю нож и в рукопашную. А чего еще тут сделаешь? От меча в такой тесноте толку мало. Так вот, правого по глазам, он забился, одного заднего зацепил, но не сильно. Так, лапу смахнул. А другие уже на крыльях повисли и режут. Ох и боль, я дернулся, но куда там? Их целая тьма. Руки мне отгрызли, кишки выпустили. Я и сам уже грызть, чего ж остается? Одного точно прикончил, еще двух не уверен. По весу чувствую, они все лезут и лезут. И пояс уже свалился потому, что держаться не на чем стало. А я все жду, чтобы побольше этих прихватить. И когда совсем уж край, я подбородком Феникса раздавил. Больно это, Феникс? Я и не понял. Как мне потом сказали, от меня осталось меньше половины, когда я Феникса активировал. Рафаиловы поспели? Как видишь, в долгу я у них. Молодцы целители. И командир их, святой архангел Рафаил, слава ему, лично, говорят, меня собирал. А вот если бы не собрали, как тогда? Мы ж бессмертные. Так бы и жил в виде клочка пыли, а то не знаешь. Молодцы целители. Да, молодцы. Наше бессмертие хуже смерти. Сколько вот таких сгоревших сейчас на ветрах носится? Все ангелы загрустили. Так велели не только долг, но и любовь к своим товарищам. Потом разговор переключился на другие темы, а я молча смотрел на давешнего рассказчика и думал, почему ж вот так вот со мной не бывает? Чем Масаэль лучше меня? Почему он, закончив задание, уничтожил 15 демонов, а я же лишь 2 единицы плоти, которую по инструкции надо оберегать? А демон, отследивший меня, бежал. Теперь меня пророчат в лучшем случае в астрономы, а в худшем — в хранители, на нижайшем из небес. Я бы, кажется, согласился с большей радостью на риск быть живой пылью, нежели малоподвижным созерцателем или... Тьфу. Через 2 часа Масаэля перевели в ангелы силы с повышением ступени. Перевод утвердил сам великий архангел Михаил, а я остался. На верхней койке в 4-м левом ряду, примерно в середине. На следующее утро только и было разговоров, что о переводе Масаэля. Начало. В своем большинстве думали и гадали, что это значит для ангела лично, каковы теперь для него дальнейшие перспективы. Увидим ли мы его снова, а если и увидим, то не зазорно ли ангелу силы будет общаться со старыми друзьями? И что говорится по этому поводу в инструкции? Какие шансы у Масаэля оказаться командиром нашего сонма и прочее, и прочее. Обычный ангельский трёп, отвлечение от постылой рутины базы.